Всем добрый день! Сегодня я расскажу, как я вяжу платьишко для куколки. Оно выглядит вот так. По желанию можете связать одним цветом, двумя, или сделать, как я, просто потом воротничок и снизу обвязку. Для работы вам понадобится точно такая же ниточка, как для вязания тела, чтобы размер совпал, но другого цвета. И по желанию контрастная ниточка для обвязки. У меня это ирис гамма, хлопок, 10 граммов на 87 метров. И также понадобится точно такой же крючок, которым вязали тело. Если вы не вязали куклу, то используйте нитку такой же толщины и крючок номер 1. И у вас получится платье для оригинальной куклы. Итак, начнем. Нужно связать 24 воздушных петли, но оставив длинный такой кончик сантиметров 10. Это будет будущая завязочка. Итак, свяжите 24 воздушных петли. Я делаю узелок и начинаю вязать. Я связала. Теперь с 4 петли от крючка, вот эти 3 последние петельки, это петли подъема, вяжем столбик с накидом. 1, 2, 3, в 4. И еще 2 таких же столбика в следующие петли. Получилось всего 4 столбика. Один столбик — это 3 петли подъема и 3 столбика с накидом. Дальше в одну петлю вяжем столбик с накидом в следующую, и столбик с 2 накидами. Дальше вяжем 3 раза прибавку из столбиков с 2 накидами. То есть делаем 2 накида, в следующую петельку вяжем столбик с 2 накидами, и в эту же петельку еще столбик с 2 накидами. И повторяем еще в следующую и еще в следующую петлю. Также по 2 столбика с 2 накидами. Это будет часть платья, которая идет на плечи. Так, и 3-й раз я вяжу столбик с 2 накидами и 2-й столбик с 2 накидами в ту же петлю. Вот получилось вот так. Вязание начинает загибаться по форме платья. Дальше вяжем 6 столбиков с 1 накидом, по одному в каждую петельку. Раз.
6. Получилось вот так. И теперь аналогичным образом, только в обратную сторону, провязать вот эти вот столбики. То есть столбик с 2 накидами в одну петлю 3 раза. Дальше столбик с 2 накидами и столбик с 1 накидом в одну петлю. И в оставшиеся 4 столбика просто связать 4 столбика с 1 накидом. Вот такая деталь должна получиться. Это верх платьишка. Теперь разворачиваем вязание в другую сторону. И провязываем 12 соединительных столбиков, начиная с первой петли. Соединительные эти столбики не должны быть сильно натянуты, нить должна быть свободной, иначе деформируется вот эта форма детальки и будет вот так вот. Она должна остаться вот так. Дальше вяжу 3 воздушные петельки подъема, и в основании цепочки в ту же петельку столбик с накидом. Получилась такая прибавка в этом месте из столбиков с накидом. Дальше просто 6 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6. И в следующий столбик прибавку из столбиков с накидом. То есть 2 столбика с накидом в одну петлю. Раз, два. Получилась вот такая деталь. Дальше вяжем 11 воздушных петелек. Поворачиваем вязание. И со второй петельки от крючка вяжем прибавка 4 столбика, прибавка 4 столбика. Столбики делаем обычные, без накида. Прибавка. Раз, два, три, 4. Прибавка. Раз, два,
3, 4. Дальше мы пришли уже по цепочке к основе, и в первую петельку столбика предыдущего ряда вяжем прибавку обычную без накида, 8 столбиков. Последнюю оставшуюся петельку вяжем прибавку. И снова 11 воздушных петелек. Поворачиваем вязание и по цепочке, начиная со второй петельки, вяжем прибавка 4 столбика, прибавка 4 столбика. Вот так получилось. И дальше просто до конца ряда, до вот этого края, нужно связать соединительные столбики. Всего получилось 24 соединительных столбика. Делаем 3 петли подъема. Поворачиваем вязание и вяжем следующий ряд. Из столбика с накида делаем прибавочку. Два столбика с накидом в одну петлю. И дальше все время вяжем столбиками с накидом. 2 столбика с накидом. Здесь будет трудно, потому что мы вяжем в соединительные столбики. Два столбика я связала. И дальше вяжем такой узор до конца ряда. 3 столбика с накидом в одну петлю, 2 столбика с накидом. Итак, я довязала этот ряд. Получается вот такая деталь. Теперь следующий ряд. 3 петельки подъема. Поворачиваем. 3 столбика с накидом, начиная с самой первой петли. Раз. Два. Три. И мы сейчас находимся на месте, где мы вязали 3 столбика в одну петлю, и следующий столбик будет средним из этих 3. Это важно. В этот столбик снова вяжем 3 столбика с накидом. Если у вас сдвинется эти средние столбики из 3, то потом не получится складочка. Три. Снова я связала 3 столбика в одну петлю. И дальше таким узором: 4 столбика с накидом, 3 столбика с накидом в одну петлю, провязать до конца. И оставшиеся петельки я просто провязала столбиками с накидом.
Делаем 3 петли подъема, поворачиваем вязание снова и вяжем последний ряд. Точно так же провязываем столбики с накидом до среднего столбика из 3, где последний раз мы связали 3 столбика в одну петлю. Нам нужен средний столбик. Провязываем столбики с накидом до этого места. И дальше таким же узором вяжем 3 столбика в одну петлю с накидом, 6 столбиков, 3 столбика в одну петлю, 6 столбиков. И так до конца. Оставшиеся петельки просто провязать столбиками с накидом. Все, я довязала платье, я вытягиваю ниточку. Этот кончик тоже нужен длинный, чтобы это была вторая завязочка. Врезаю ниточку. Итак, теперь надо сложить этот низ платьишка как гармошку. Находим там, где у нас вот эти прибавки тройные, и их загибаем в одну сторону, а между ними в другую сторону. Ну или если вам столько складочек не нужно, то просто пореже сгибать. Вот так вот. Просто придаем форму. Просто сдавила. И все, получаются такие складочки. Платьишко. Так, теперь завязочки. Вот эту первую ниточку нужно продеть аккуратно в другой кончик этого верха платья, вот сюда. А последний кончик, вот этот, наоборот, продеваем через эти петельки вот в эту точку. И здесь завязываем узелок, чтобы она никуда не съехала. Вот так. Получается один кончик здесь и один здесь. В принципе, можно на этом остановиться и уже надевать на куколку. Но я покажу, как связать еще воротничок. Это очень быстро. Итак, у нас здесь первый ряд, это цепочка была. Ищем 7 центральных петель.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да. Одеваем ниточку в крючок. И я завязываю узелок здесь. Вот этот кончик надо продеть, вот здесь проложить, чтобы его потом не прятать. Итак, здесь вяжем столбик, ну, вместо столбика, то есть воздушную петельку. Делаем накид. Следующую петлю провязываем, прокладывая вот этот кончик. Столбик с накидом. В следующую петлю провязываем прибавку из столбиков с накидом. Два столбика в одну петлю. Следующую петлю вяжем просто столбик без накида. И теперь в обратном направлении вяжем прибавку из столбиков с накидом. Раз. Два. Просто столбик с накидом. И просто столбик в следующую петельку. Всю ниточку вытянуть, обрезать. Вот эту первую ниточку просто обрезать, она уже закреплена. Поворачиваем и опускаем воротничок на платье. И я вот этим кончиком немного прихватываю воротничок, чтобы он не топорщился. Так, посерединке вывести обратно. И эту часть тоже немножко прихватить. Все, вот такой воротничок получается. Этот кончик вывести в край. И спрятать под вот эти все столбики надо. Обрезать. Так, все кончики у нас спрятаны. Воротничок получился. И можете обвязать низ платья тоже контрастным цветом, например, белым, просто столбиками без накида. Я это сделаю потом. Пока покажу, как крепить платье на куклу. Так, у вас может быть оригинал, может быть вязаная кукла, это не имеет значения, они одинаковые. Надеваете на куклу. И идем назад.
второго края в нижней части втыкаем крючок и продеваем сюда ниточку. Вот так. Закрепили. Теперь аналогично здесь вдеваем сюда крючок и протягиваем ниточку. Вот так. И вот эти кончики мы просто завязываем. Сзади получается вот такая спинка. Просто завязать можно бантик. И о чем я задумалась дальше. Если ребенок будет играть и снимет платье, он развязывает, и все вот эти кончики два он вынимает, естественно, из вот этих краев. Дальше без крючка обратно их не вдеть. Поэтому я делаю так. Я на кончиках завязываю такие большие узлы. Чем больше, тем лучше. Ну, примерно вот так. На обоих кончиках. И смотрите, когда пытаешься снять платье, этот кончик застревает. Этот узелок застревает. И аналогично здесь. При этом платье хорошо снимается. Вот оно готово. И одевается снова на куклу. Через ноги, конечно. Одевается через ручку. Вторую. Здесь потянуть надо за узелки. И снова завязать бантик. Все, платье будет держаться на кукле. Не забудьте обвязать снизу контрастным цветом для красоты. Такое платьишко. В следующем видео смотрите вязание туфелек для All. Всем пока!